Довольно много интересных деталей в One Piece, изучив которые мы можем легко прийти к выводу, что Ода вкладывает много разных смыслов в отдельные элементы своего произведения, мы рассмотрели в предыдущих страницах путеводителя. Это была и реальная история нашего мира, разные мифологии. Источником вдохновения даже становились различные произведения поп-культуры, такие как кино или мультфильмы. Однако сегодня мы зайдем гораздо глубже и рассмотрим кое-что еще более впечатляющее в качестве источника вдохновения. Приветствую, меня зовут Сойер, и это очередная страница путеводителя по миру One Piece. Серии коротких видео, в которых мы будем за эпизод разбирать отдельно взятое событие, место, будь то остров или здание, или же просто персонажей этой истории, рассказывая вещи, которые вы, возможно, могли не знать касательно того, чем вдохновлялся автор при создании этого, или на что это является отсылкой. Сегодняшняя страница посвящена одной старенькой японской видеоигре, изучив которую мы придем к несложному выводу и найдем занятные детали, которые Ода позаимствовал или просто вдохновился. Эта игра называется Breath of Fire – Дыхание огня. Это одна из популярнейших олдскульных японских 8-битных видеоигр, разработанная и выпущенная в 1993 году и обретшая сумасшедшую популярность в мире в конце 90-х, начале нулевых. Интересные совпадения начинаются уже с самого сюжета этой видеоигры. Мы погружаемся в историю, которая рассказывает нам о том, что когда-то давно в мире существовало некоторое королевство, которым управлял клан, имя которого начинается с буквы D. Во время своего правления этот клан сражался с врагами ради достижения своих мечт. Однако в один момент это королевство было уничтожено могущественным врагом, который погрузил мир в хаос. Я думаю, вы уже могли заметить аналогии. Клан Ди, который правил древним королевством, преследовал свои мечты и подвергся нападению могущественного врага в данной видеоигре, имеет схожесть с кланом Ди, который правил древним королевством, преследовал свои мечты и подвергся нападению могущественного врага в One Piece. Да, разумеется, у нас нет подтвержденной информации, что древним королевством One Piece правил именно клан Ди, поэтому немножко сложно говорить уверенно об этих аналогиях, но тем не менее, я думаю, многие из вас считают очевидным тот факт, что клан Ди населял и правил древним королевством. Множество теорий, да и в целом это самый логичный вариант. К сожалению, мы также не знаем, как именно расшифровывается инициал Ди в именах некоторых персонажей, однако мы точно знаем имя клана в этой видеоигре. Начиная с буквы D, их клан носит имя Дракон. Клан драконов был тем, кто правил могущественным королевством. Эти люди были драконами света, а те, кто напал на них и уничтожил, называли себя драконами тьмы. Если мы уделим внимание этим драконам-завоевателям, то моментально поймаем себя на мысли об ассоциации Стэн Рюбита, что буквально переводится как «небесные драконы». Мировая знать, чей символ как раз таки лапа дракона и чьи предки совершили нападение, а впоследствии и уничтожили древнее королевство. Это имеет еще больше смысла, учитывая, что основное лицо, которое противостоит этим драконам, и сам носит имя Дракон. Monkey D. Dragon. Вообще, на основе этой информации можно построить теорию о том, что Ди в именах персонажей может означать принадлежность к клану драконов. Ну а что, заклятые враги драконов, разрушивших древнее королевство, являются другие драконы, судьба которых уничтожить установленный врагом мировой порядок. Имеет смысл, ведь главный герой игры является пареньком, потомком клана светлых драконов, который покидает свою родную деревню, а в конце концов уничтожает темных драконов и приводит этот мир к рассвету. О, забыл упомянуть, темные драконы подчиняются темной правительнице всего мира, богине по имени Мирия, которая могла наделять людей могущественными способностями, управлять огнем, вызывать землетрясения и делать много других волшебных вещей. Но тут мы можем только вспомнить то, что над всеми Тенрюбита стоит некто по имени Им, чей силуэт очень напоминает женский силуэт, по мнению многих фанатов. К сожалению, мы действительно не знаем точный пол Им самы, но если вдруг это все же окажется женщина, то схожести станет еще больше. Ну а насчет сверхспособностей, я думаю, вы и сами тут все поняли. Дьявольские фрукты и все дела. Схожесть сюжета, тем не менее, это не единственная деталь, имеющая совпадение с One Piece. Вы можете взглянуть также на этого персонажа по имени Нина и заметить определенную схожесть с нашей Нами.
Схожести в сценарии. Главные герои в один момент по сюжету вынуждены отправиться на территорию противника для возвращения своего друга из плена. Занимательно, что этот замок находится на куске земли, который буквально парит в воздухе. Весь этот сценарий крайне напоминает нам арку Эннис Лобби. Этот остров точно так же находится в воздухе и держится неизвестным таинственным образом. Другой схожестью в сценарии является момент, когда один из персонажей дает обещание своему другу, Киту, однажды вернуться и отправиться с ним в их собственное путешествие, что очень напоминает то, как Луфи или Брук дали свое обещание Лабуну. В этой игре можно даже найти похожие сцены, ситуации, как, например, морская битва одного корабля против флота, сцена, которая напоминает битву Шики и Роджера. О, а это, пожалуй, моя любимая. Помните ту крутую сцену, когда пиратская принцесса Боа Хэнкок в своих покоях поведала нам и персонажам о том, что у нее на спине есть метка, которую она скрывает, ибо стыдится? Что ж, это один в один сценка из «Дыхания огня», в которой принцесса также имела метку на своей спине, которую скрывала волосами. Ну и, конечно же, нельзя обойтись без этнического разнообразия. В мире Дыхания огня, помимо обычных людей, его населяют различные кланы антропоморфных животных. Разумные собаки, обезьяны и тому подобные существа напоминают клан минков из One Piece. Есть люди, способные трансформировать свои тела в тела драконов. Также не обошлось без расы крылатых людей, которые населяли мир, но жили как бы отстраненно от людей, что, естественно, тоже напоминает народ Скайпии. Также очень важной расой в этой игре являются рыболюди. Это наполовину люди, наполовину рыбы, как ни странно. Забавно, что в небольшой команде главного героя присутствует один представитель рыболюдей по имени Манило. Помимо него в команде есть смуглый парень по имени Данг, который любит врать и воровать. Парень по имени Билдер, который является железным огром и чья профессия кузнец, отвечает за постройку и починку всяких штук, очень изобретательный и любит строить, что в целом понятно, исходя из его имени. Есть мечник по имени Рю, антропоморфное животное по имени Гийом, ну и про Нину мы уже говорили. Вторая девушка в команде забавна, но является секретным агентом врага, которая после присоединяется к главным героям. В общем, я думаю, этого достаточно, чтобы вы задумались о множественных совпадениях этой игры и One Piece. Будет довольно любопытно обратиться к этому источнику, когда мы чуть больше узнаем о Древнем Королевстве, им, фруктах и клане Ди, чтобы сопоставить сюжетные моменты этой игры с происходящим в аниме и манге One Piece. Большое спасибо за ваш просмотр, оставляйте свое мнение о видео в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока!